Всем привет! Меня зовут Виктория, и вы на моем творческом канале о вязании крючком. Самая распространенная проблема при вязании больших корзин с использованием джутового каната и шпагата – расширяющиеся либо сужающиеся стенки кверху. В данном видео поделюсь секретами идеально ровной формы, и не только. Смотрите видео до конца, будет много полезной информации. Итак, чтобы стеночки корзины не заваливались ни вовнутрь, ни наружу, вяжем строго на ровной горизонтальной поверхности и в первую очередь обращаем внимание на косичку предыдущего ряда. Расправляем ее перед вязанием каждого отрезка, она должна смотреть строго вверх. Далее плотно укладываем канат и фиксируем его канцелярским зажимом. Чтобы столбики были ровными, одинаковой величины, необходимо вытягивать нить до петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Таким образом мы получаем плотную обвязку каната, благодаря чему стенки хорошо будут держать свою форму. Чтобы петли ложились ровно, советую при провязывании придерживать их у основания большим пальцем левой руки. Для контроля размеров корзины после каждого провязанного ряда необходимо измерять ее диаметр. Делаем это для того, чтобы своевременно устранить изменения в сторону сужения либо расширения ее стенок. Важный момент – как соединить канат в процессе вязания. Есть различные способы. С помощью термоклея, скотча я для этого использую бесцветную мононить. Один канат срезан ровно. Второй канат, который будем присоединять, расслаиваем и срезаем две части, укоротив их, одну оставляем удлиненной. Удлиненная часть пойдет внахлёст, укороченные будут располагаться в стык. Берем мононить, это бесцветная нить, визуально похожая на очень тонкую леску. Также можно использовать обычную нить, подходящую по цвету к джутовому канату. Продеваем нить в иголку и фиксируем на канате. Сначала пришиваем удлиненную часть каната, делаем несколько стежков. Далее с помощью нити аккуратно обматываем два каната. На стыке двух частей снова начинаем сшивание и чередуем далее стежки с обмоткой. Когда результат устраивает, фиксируем нить с помощью узелка и обрезаем ее. Далее можно канат уже ввязывать в изделие. Если в процессе вязания заканчивается джутовый шпагат, как же без узлов ввести новую нить? Для этого оставляем свободный конец нити длиною около метра. Берем новую нить и располагаем ее вдоль каната. Вместе с канатом начинаем ввязывать в изделие. Провязав около 7 столбиков, необходимо оставить небольшой отрезок свободного конца нити. Далее аккуратно подтягиваем новую нить, чтобы кончик спрятался под петлями.
Теперь меняем нити местами и ввязываем оставшийся конец старой нити. Все получается достаточно ровно и гладко, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Надеюсь, посмотрев данное видео, вы нашли для себя полезную информацию. Всем приятного вязания, спасибо за внимание и до скорой встречи!